В данном видео речь пойдет об электродуховке Самдат модель 2005. В видео будет обзор, первый запуск этой техники и также тестовое приготовление картошечки фри. Поскольку данная модель механическая, думаю, видео будет интересно всем, у кого похожие модели. Не знаю, будет ли. Да. Модель 2005, Made in Турция, вроде бы. Заказывали ее с доставкой прямо на дачу, ждали неделю. Обошлось это все 3500. И вот она уже у нас. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. И вообще, значит, тут вот 4 режима с вентиляцией, верхний, нижний, без вентиляции. И что идет в комплекте? Это вот такая посудина. Решеточка. И противень. Так. В середине мы имеем вот вентилятор, лампочка, верхний тент и нижний тент. Оба тента, как мы видим, не закрыты. Ну, как бы моя супруга сказала, это для нее не есть проблема. Перейдем-ка мы. Ой. Давайте мы перейдем к размерам. Да вот этой вот камеры самой. Значит, ее длина, ну так, чуть больше 40 сантиметров, а высота где-то 23. Это будет ее высота. Ну, глубину она глубину около 40, чуть меньше. Итак, что тут мы еще видим? Устанавливать можно верхнее положение, вот, среднее и нижнее. То есть в 3 положении можно готовить. Что у нас тут есть еще? Максимальная температура, на которую можно выставить, это 300 градусов. И таймер на 90 минут, который как автоматически с отключением духовочки, так и ручной, без отключения духовки. То есть таймер срабатывает, а духовочка продолжает шкварить. Так, перейдем-ка еще вот к этим размером, оставшимся у нас блюдо. Это такое 39 сантиметров. Ну, сама решеточка
Так, грубо. Нет, так неудобно. Вот ее как-то перевернуть надо. Во. Да. 40 сантиметров. А длина ее... Ну, 32. Ту-ту-ту. И у нас остается... Так. Это длина. И вот ширина. Так. 36. Итак, сейчас будем делать первый запуск данного духовочки. Итак, сняли все приблуды с нее, протерли в середине, чтобы был так порядок. И воткнули в розетку. Выставляю я таймер на полчаса. Ну и температуру поставлю 150. Вот она. На таймер. В общем, вот так оно все в действии. Естественно, все оттуда вынято. Вот оно стоит рядышком. Запускаем без ничего. И ждем 15 минут. А по прошествии 15 минут я включу. Сейчас я поставлю. Забыл поставить. Вот. Режим верхнего и нижнего. А то повключал все. А по прошествии 15 минут переключу еще на режим конвекции. А сейчас пускай прокаливается так. После примерно 7 минут первых работы пошел такой запах своеобразного горячего железа. Ну и буквально минуты 2 его было слышно. И потом он пропал. Итак, остается 15 минут. И я хочу переключить на режим конвекции. Слышно, как включился вентилятор. Даже. Ждем дальше. Хочу отметить, при включенном режиме с вентилятором сразу же нагрелось стекло. Ощутимо так. Ну и вентилятор постепенно набирает оборотов. И потух этот индикатор. Вентилятор работает уже на максимум, но довольно тихо. Что хотелось бы еще отметить. Довольно сильно нагрелось. Ну, руку держать можно, но довольно-таки горячая поверхность самой духовочки. И, ну и я на всякий случай так отодвинул, чтобы было пространство. То есть этот момент при установке надо тоже будет везде учитывать. И еще один такой момент. Как видите, вот здесь вот такие вот решеточки, откуда выходит горячий воздух. Вот они. Так что при установочке, когда будете себе заказывать, сразу планируйте, где вы ее будете устанавливать, чтобы тут был открытый доступ к
к вентиляции воздуха. Итак, прошло уже полчаса. Печечка эта электрическая сама отключилась. Запаха уже никаких нету. Открываю. Да, запахом не чувствуется. Сейчас я ей дам немножко остыть. За это время супруга все приготовит, чтобы сделать картошечку фри. И будем ее тестировать. Итак, после первого запуска электродуховки я ей дал остыть с открытой дверцей, чтобы она полностью проветрилась и остыла. Заняло это по времени около, чуть меньше получаса. Теперь я ее опять прогрел. И сейчас будет тест на приготовление картошечки, что-то типа фри. Сейчас мы ее поставим посередине. Температура у меня выставлена чуть больше 200, где-то 220, где-то так. Режим с конвекцией, двухсторонний. И время я поставлю приблизительно 35 минут. Итак, наш тест подходит уже к концу. Отключилось. Осталось посмотреть, что здесь у нас получилось. Чем бы его только ухватить. Вот такая картошечка фри получилась. В общем, даже как-то для первого раза. Кого интересует полный цикл приготовления картошки фри, пишите в комментариях. Супруга данное видео сделаем, выложим, не проблема. В общем, что я могу сказать по данной машинке? Да, нагрев у нее такой вот, было включено на 220 где-то. И греется она довольно-таки хорошо греется. То есть надо учитывать при установочке этот нюансик. И чтобы обязательно были открыты эти решеточки вентиляции. В общем, покупкой довольны. И из минусов, вот так вот, чтобы сразу, это вот инструкция, которая идет в комплекте. Это издевательство. Настолько мелкий текст, что в очках даже прочесть невозможно. То есть что-то телефон, конечно, лучше увеличивает, а так инструкция, я извиняюсь, где-то в 2,5 спичечных коробка высотой, и настолько мелко написано. Вот инструкция, это единственный минус в данной электродуховке. На этом все, и до следующих видео.